Привет всем, Раджан у микрофона. Сегодня необычный и очень многоплановый выпуск, в котором я буду разбирать творчество крутейшего визуального артиста и моего друга Vids Invader. На частном примере одного художника я проведу экскурс в историю искусства, затрону тему стрит-арта и его отношения с законом, расскажу, кто такой диджей и какого типа контента он производит, определю разницу между высоким искусством и народным творчеством, предоставлю, на мой взгляд, самое лаконичное и доступное определение постмодерна, расскажу, в чем особенность психоделического искусства, как работает мифология и что особенного в шаманских практиках. Отправной же точкой этой истории послужит рассказ о том, как писсуар из общественного туалета продали за $1 миллион. Тема обширная, и для удобства я оставил внизу подробнейший тайм-код. Итак, погнали! Традиционно я благодарю всех, кто поддерживает канал репостами, комментами и донатами на Бусти и Патреоне. Респектос, чуваки! 12 апреля у меня вышел новый релиз на питерском лейбле Somatic Sound System. Можете также поддержать меня, купив альбом. Несколько лет назад Vids Invader нашел мой трек My Tray и сделал для него клип. Мне он безумно понравился, и я предложил ему целый проект. Разумеется, не бесплатно. Мне как раз нужна была качественная проекция для моих выступлений. Играешь себе такой веселый, а за тобой разворачивается целая история. Эдакая дополненная реальность. Про наш проект я сегодня рассказывать не буду, но получилось очень круто, и вы сейчас поймете почему. У Vids очень прикольное творчество. Он выбирает трек, подыскивает для него наиболее интересные образы из архивов визуальной культуры и подгоняет их по ритму, цвету и смыслу. В результате получается что-то совершенно новое и непредсказуемое. Музыка артиста, в свою очередь, получает дополнительные измерения. К примеру, он взял трек Spiceman A Keep It Real и на его основе собрал любопытный пазл с наиболее подходящим, по его мнению, содержанием. Для того, чтобы понять диджея, необходимо прослушать его сет от начала и до конца. Точно так же и творчество Vids Invader. Его можно осознать исключительно в становлении. Я покажу вам отдельные смысловые кусочки этого клипа и очень надеюсь, что это раскроет хотя бы часть картины. Выглядит это примерно так. Мы видели зомби, одержимых танцами и музыкой, людей, одержимых скоростью и опасностью, прочувствовали ритмы современной жизни, хаос города, заводы, соцсети, дикую природу во всей красе. Мы видим людей с ограниченными способностями в спорте, грабителей, солдат на войне, спортсменов и экстремалов. Если сложить образы воедино, то можно предположить, что это видео о цивилизации и ее наиболее активных представителях – пассионариях, если воспользоваться термином Гумилева. Я специально не считал, какое количество источников использовал Vids Invader, но клип получился очень пестрым. Разнообразие эпизодов и образов зашкаливает, и мы с вами едва успеваем за этим разноцветным вихрем. Так что подспудная идея клипа еще и в том, что постичь все многообразие современной культуры слишком сложно. Лента заканчивается тусовкой одинаково одетых людей без опознавательных знаков, что поднимает дополнительные коннотации – анонимность, отчуждение, потерянность. Неотъемлемые спутники любого мегаполиса. Итак, как вы заметили, Vids Invader перерабатывает уже готовые продукты и, размещая их последовательно, придает эклектичному творению новый смысл. Таким образом, Vids Invader можно назвать художником-постпродуктивистом. Вся культура раннего хип-хопа, первые альбомы Prodigy, Chemical Brothers и Fatboy Slim также построены на принципе постпродуктивизма. Кто не в курсе, они использовали кусочки чужой музыки, фразы из фильмов и на их основе создавали новые песни. Какая ведь огромная разница между треком Prodigy Out of Space и песней Chase the Devil, на которой Out of Space основан. Это совсем не ремикс и совсем не кавер, а новое полноценное творение. I'm gonna send into outer space to find another race. I'm gonna send into outer space to find another race.
Из-за того, что визуальные кадры удобнее и проще расставлять последовательно, а не одновременно, творчество Витзенвейдера логичнее сравнить с искусством диджея. Повторюсь, диджея можно понять исключительно, если прослушать его сет целиком. Не только качество стыков, но и логику повествования. Точно так же и Витзенвейдер занимается не визуальным ремиксом или мешапом, а создает видеосет на музыкальной основе. Переработка визуальных образов также позволяет назвать его художником ресайклинга. Из разрозненных архивов визуальной культуры он компилирует новые сюжеты. Что вполне логично, когда нет бюджета на свое производство. Бюджет, конечно, не дает гарантию качества, но облегчает процесс созидания. Как в том анекдоте, что, мол, самые богатые люди планеты начинали свой бизнес в собственном гараже. На что большинство людей может ответить: но у нас нет собственного гаража. Не все живут в сытом буржуазном мире, и многие направления субкультуры развивались на основе чужого творчества. На самом деле, тема ресайклинга старая, ей чуть более сотни лет. С 1913 года один из участников творческой группы Дада, Марсель Дюшан, стал выставлять в музеях так называемые ready-made, то есть готовые продукты. Он стырил писсуар в общественном туалете, притащил его в галерею и подписал «Фонтан». И что вы думаете? Писсуар превратился в объект искусства. Народ в шоке, искусствоведы ревут, 3 недели на валидоле, слабонервных веером обмахивали. В чем смысл такого художественного жеста? Прежде всего, он состоит в том, что художник, обращая внимание зрителя на вот этот бытовой предмет, вырывая его из привычной среды и ставя на пьедестал в галерее, лишает его функционального смысла. Этим он обозначает очень зыбкие границы, которые отделяют обычный предмет от предмета необычного. Оказывается, что если принести любой предмет в музей, его можно при наличии сопроводительной записки от куратора превратить в арт-объект. Кто-то же позволил внести его в галерею, значит, это действительно искусство. Получается, что дадаисты вскрыли механизм, по которому вдруг какие-то неважные вещи становятся мгновенно чрезвычайно значимыми только по той причине, что у них есть удостоверение. Фонтан стал символом, и относительно недавно его продали за $1 миллион. Подвожу небольшой итог. Наша цивилизация непрерывно производит огромнейшее количество продуктов. Зазор между производством и потреблением сокращается день ото дня. В какой-то момент художники-постпродуктивисты увидели в перепроизводстве не проблему, а культурную экосистему. Они стали микшировать и комбинировать готовые продукты, и на их основе создавали новые арт-объекты. Вам будет легко это все понять на примере искусства диджея. Во время сета диджей меняет треки, то есть готовые продукты. Он прокладывает музыкальный маршрут согласно вкусу и определенным характеристикам, жанр, темп и так далее. Он также может воздействовать на треки физически, ускорять, накладывать эффекты, скретчить. Следовательно, сет диджея можно охарактеризовать как выставку объектов, которые упомянутый мной Марсель Дюшан называл дополненными ready-made'ами. Чем-то аналогичным занимается и Витзенвейдер. С точки зрения капитализма, его творчество – это самое настоящее воровство. Но ведь и миксы диджеев банят в социальных сетях. Что ты сказал? Что такое? Что происходит? Если вы внимательно смотрели мои лекции о хип-хоп-культуре, ямайском дабе, джангле и так далее, то, вероятно, помните, что все они не могли бы появиться без использования чужих строительных материалов, сэмплов, брейков и так далее. Деятельность стрит-артиста также сформировалась вне легального поля. Они нарушают закон, используя чужой материал в качестве витрины. Их сажают, работы закрашивают. Что роднит стрит-артистов с диджеями и творчеством Витзенвейдер, так это отказ от права обладания. Их творчество становится всеобщим достоянием. У одних на улице, у других в интернетах. И то, что объединяет художников такого плана, так это отказ признавать в институте копирайта полезное для культуры и общества явление. Такое радикальное и подрывающее существующие основы действия было обосновано еще в середине 20 века. Одна из важнейших фигур культурной революции конца 60-х, французский философ-революционер Ги Дебор, так писал в статье «Отклонение. Руководство пользователя». Все литературное и художественное наследие человечества должно быть использовано в целях партизанской пропаганды. Все элементы, независимо от их происхождения, могут стать объектами новых сближений.
Все может пригодиться. Самой собой разумеется, что можно не только исправлять существующие произведения или вводить отдельные фрагменты устаревших произведений в новые, но и менять сам смысл этих фрагментов любыми способами, лишь бы они шли чему-то на пользу. Искажать все то, что дураки упорно называют цитатами. Ги Дебор видел в таком радикальном действии способ освобождения от господствующей идеологии, и борьба против собственности была для него борьбой против отчуждения человека в современном мире, попыткой построить справедливое общество. Редимейды конфликтуют не только законом, они также являются камнем преткновения в споре между высоким искусством и народным. Высокая культура не может жить без идеологии пьедестала и обрамления. У арт-объекта должно быть свое четкое место в музее, и это место он получает благодаря верификации куратора. Арт-сообщество очень жесткое и осуществляет символический контроль за каждым произведением искусства. Оно же ведь кучу бабла стоит, и, следовательно, необходимо, чтобы арт-объект был уникальным. Тогда как одним из аспектов редимейдов Марсель Дюшан называл отсутствие уникальности. Народная же культура плюет на условности. Она использует готовые продукты, так как их регулярное производство предоставляет бесконечный поток материала для манипуляций. И, пользуясь редимейдами, мы можем создавать интереснейшие произведения. Можно клепать и самые примитивные мемасики, но можно и прекраснейшие клипы. И то, что объединяет Wits Invader с другими представителями народного творчества, так это не качество контента, а метод. То, что их полностью разделяет, так это анонимность. Народное творчество по большей части анонимно, тогда как Wits Invader работы свои подписывает. Смотреть клипы Wits Invader увлекательно еще по одной причине. Его работы – это National Geographic визуального контента. Такое количество разнообразнейшего искусства в одном месте я, признаюсь, не встречал. Каждый визуальный художник обычно делает себе шоу-рил – короткое и очень интенсивное визуальное портфолио с лучшими работами. Клипы Wits Invader можно определить как шоу-рил визуальной культуры человечества. Взять для примера его 17-минутный видос Ethnical. Он состоит из 8 песен и несметного количества сэмплов. Каждый сэмпл сделан в своей технике, и наблюдать за таким широченным спектром художественных средств – сплошное удовольствие и прекрасный источник для вдохновения. Я даже себе представить не могу, сколько времени он тратит на отбор подходящих сэмплов. Основная тема Ethnical – это гармония природы и человека, красота и возвышенное эмоциональное состояние. Это лента о гипотетическом рае на земле, том самом, о котором пел Джон Леннон в песне Imagine. Такая видюшка подразумевает расслабленное созерцание, аналогично мультику без жесткого нарратива. Тематика этой ленты меня также заставляет вспомнить о таких шедеврах монументального кино, как «Самсара», «Барака» или трилогия «Каньенискаци». Эти фильмы сделаны с планетарным размахом и сотканы из кадров, снятых в отдаленнейших частях Земли. Это экспериментальное документальное кино, в котором полностью отсутствуют диалоги и голос диктора. Кино посвящено отношению цивилизации, природы, человека и высоких технологий. Так вот, кадры, которые по замыслу режиссера теоретически должны вызывать у нас ужас, сняты настолько красиво, что дух захватывает. Это классический конфликт этики и эстетики, и он в очередной раз доказывает, что Оскар Уайльд был прав, искусство никому ничего не должно. И что прав был Йосиф Бродский, который в своей Нобелевской речи обосновал верховенство эстетики над этикой. Кстати, саундтрек для первого фильма трилогии «Каньенискаци» написал гениальный Филипп Гласс. Там был прикол, что фильм не издавался в течение 10 лет, так как Филипп Гласс гастролировал и играл вживую со своим оркестром перед экраном. Это показывает, насколько важно музыкальное сопровождение, насколько оно может упорядочить сцену, добавить ей новые смыслы и коннотации. И напротив, музыка без слов и визуального сопровождения так и оставалась бы, согласно Шопенгауэру, наиболее абстрактным из искусств. Визуальное дополнение структурирует, упорядочивает абстракцию до понятных образов.
Конечно, это не объективная сортировка, а субъективный взгляд художника. Помните финальную сцену фильма Микеланджело Антониони «Забриски Пойнт»? Одну из самых красивых сцен в истории кинематографа в сопровождении великих Pink Floyd. Всю эротику из этой сцены я, по понятным причинам, вырезал. Классику и так должны знать. Эта аудиовизуальная сцена подытожила идею фильма и на глобальном уровне дух эпохи. Никакой текст, никакой диалог не смог бы сделать это лучше. Шутки ради добавлю, что Эльдар Рязанов повторил эту сцену в прекраснейшей комедии «Итальянцы в России». И да, в клипе «Ethnical» я наткнулся на очень крутую песню. Я в нее просто влюбился и прогнал ее по кругу раз 20 в первый же день и столько же на второй. Послушайте ее. Are just great for your head. Boom, boom, bada boom. Who got ist? For more instructions, contact with your priest. Boom, boom, bada boom. We all dead. Lying in the sand, just great for your land. Boom, boom, bada boom. Who got ist? Very fast lessons for chatting with the beast. Когда я полезу искать в интернетах, то не обнаружил никаких следов. What the fuck? Шазам не распознает? У него же должно быть миллионы просмотров. Может, в названии ошибка? Ищу по исполнителю Джимми Спун. Ничего. Ищу по названию песни Vulgarist. Ничего. Пишу маляву Винсент Вейдер, мол, в чем дело? Говорит, так это песня моего друга, он тоже из Киева, песню так и не издал. Да вы, кстати, с ним виделись, когда ты в Киев приезжал, помнишь, на Крещатике случайно встретились? Я такой, с таким вокалом, без акцента? Фига себе, я хочу сделать на нее ремикс. Это же будет бомба. Высылайте мне ремикс-пэк. А вот с этим как раз проблемка, так как никаких дорожек у автора нет. Песню закончил давным-давно, а группа состоит из одного человека, и он сотрудничает с разными битмейкерами. И вообще про эту песню забыл. В итоге я предложил закинуть ее на Bandcamp и сразу после публикации этого видоса опубликую ее на своем канале в Телеге и на всех остальных ресурсах, внизу тоже должно быть. Эксклюзив, чуваки, налетайте. А если ремикс-пэк не найдется, то я готов оплатить перезапись вокала. Но вернемся к Vids Invader. Для того, чтобы найти гармонию между аудио и видео, необходимо потратить очень много времени. Я часто беру заказы как монтажер и знаю, насколько это кропотливая и филигранная работа. Vids Invader умеет подогнать разрозненный материал настолько точно, что его клипы легко можно принять за оригинальные творения. Именно гармоничную взаимосвязь музыки и видеоряда я имел в виду, когда поместил метафору «он видит звук» на обложку. Вот еще один пример, как Vids Invader развивает фабулу. В клипе Niva Noise он исследует тему человека и высоких технологий. Клип начинается с моделирования человека будущего. Далее субъект на мотоцикле проводит нас по городу высоких технологий. Зацените этот прикольный подтекст рождения нового человека. Этот прием первым придумал Альфред Хичкок. В конце фильма к северу на северо-запад одетые в пижамы актеры въезжают вместе с поездом в туннель. Хичкок считал эту сцену своей самой скандальной склейкой. Близость пассажиров в закрытом купе располагает к расслабленному поведению. Но, в отличие от Хичкока, в клипе Niva Noise поезд означает не сексуальность, а плодородие. Мотив зарождения нового техногенного человека повторяется несколько раз на протяжении клипа. Движение по туннелям продолжается до появления человека в центре аудиовизуального пространства. Заканчивается клип кадрами разрушенной планеты. Расшифровывать мораль сей басни, думаю, смысла нет. В клипе «Нуар» тема переизбытка информации и беззаботного консюмеризма предстает с новой силой. Я бы в этом случае использовал незаслуженно забытый термин «потреблятство». Жизнь в городе дает очень большое преимущество – необычайно быстрое удовлетворение желаний при наличии свободных денег. Но за яркой витриной изобилия скрывается ужас и все та же неутоленная страсть к смерти.
Большей частью в своих работах Wits Invader использует анимацию. Анимация, как известно, дает гораздо больше свободы, нежели отснятая камерой жизнь. Она способна передать метаморфозы, недоступные другим видам искусств. Обратите внимание на этот кадр из последней части клипа «Нуар». Человек, бегущий за решеткой штрих-кода, оказывается убегающим от неумолимого движения стрелок часов. Главный лейтмотив третьей части клипа – повторение. Эта идея подчеркивается, например, параллельными прямыми, рельсы и шпалы, штрих-код, дула от танков, выстрелы из лазера и так далее. Вокруг этого геометрического построения вращаются порой несвязанные образы, и все события клипа подчиняются логике дублирования. Зацените, как в клипе на музыку французского даб-артиста Мато Wits Invader оперирует образами. Получилась очень прикольная коллаба. Мато создал цикл из 4 классических произведений в даб-обработке. Первая вариация на тему «Так говорил Заратустра» в дабе Рихарда Штрауса – это откровенная аллюзия на космическую Одиссею 2001 Стэнли Кубрика. Однако тема нишанского сверхчеловека, величия и монументальности в даб-обработке звучит, как будто его сыграл оркестр имени Большого Лебовски. Судите сами. Это смешение жанров, техник, аллюзий и цитат можно обозначить ругательным словом «постмодерн». Я попробую дать его наиболее лаконичное и простое объяснение. Искусство постмодерна по своей сути плюралистично. Это коллаж из архива мировой культуры. Мы настолько привыкли к этой эклектике, что когда мы видим огромнейшее количество материала в разных стилях, техниках, из разных эпох, то вовсе не удивляемся. Прошли те времена, когда на заре кинематографа люди, увидев крупный план головы человека, орали из зала «Верните ему туловище!» Ну или ноги мне. Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно. Куда? Постмодерн антитоталитарен. Он не приемлет господство какой-то одной идеи. Он стремится к свободе выражения и отрицает унификацию. Любая доминирующая идея, та, ради которой люди готовы отдавать жизнь, глубоко противна постмодерну. Идеалов у человека может быть множество, и они могут между собой противоречить, тогда как постмодернист допускает, что мнение свое он может поменять. Зачем тогда строго следовать одному единственному? И, как уже много раз показала история, единственно верная философская концепция совсем не вечна. После того, как я вам все это рассказал, посмотрите вариацию на тему «В пещере горного короля». Wits Invader вполне логично и ожидаемо построил ее вокруг походки и даже марша. Вот вам постмодернистская эклектика во всей красе. Приколитесь и потому, как в таком формате меняется трагический смысл «Лебединого озера». Ненавязчивый даб и его визуальное сопровождение сбивают пафос, снижает накал страстей и переводит настроение в расслабленную фазу. Сюжет получился абстрактным, визуально захватывающим и совсем не скучным. Вы, вероятно, заметили, что Wits Invader обожает шаманскую музыку, и клипы его, в принципе, можно описать как психоделическое путешествие. Психоделическое искусство старается увести человека из локального события, избавить от времени, ощущения будущего, прошлого, настроить на постижение абсолюта. Оно помогает выбить человека из привычного видения мира. Отсюда в псай-культуре такой интерес к шаманизму и мифологии. Когда я говорю «шаманизм», я подразумеваю архаичные ритуалы и попытку их реконструкции в современном мире. Читайте об этом, к примеру, у Леви-Стросса. Под термином «психоделия» я подразумеваю исключительно современные практики. Те, что в 50-х описал Олдос Хаксли, и которые стали популярны благодаря тусовкам Кена Кизи и Тимоти Лири в середине 60-х.
Шаманизм не может существовать без мифа, но он не мог бы существовать и без камлания, без ритма, без музыки. Шаманская музыка стремится отправить слушателя в самые потаенные уголки человеческого сознания, а может быть даже и за его пределы, в коллективное бессознательное, whatever. Однако музыка воздействует эмоционально, тогда как для того, чтобы придать эмоциям рациональную форму и поделиться ими с другими людьми, необходимо описать его словами. Нужен сюжет, и люди передают его с помощью мифа. Видзенвейдер, судя по всему, считает, что лучший способ приобщиться к мифу – это актуализировать его с помощью психоделических практик или шаманских ритуалов. Отсюда же в его работе Amp Set in Stone ожившие камни, боги, тотемные животные и миф о сотворении мира. Миф – суть то, во что человек верит, что дает ему смысл бытия. Это не наивная выдумка или сказка, а выражение того или иного аспекта подлинности. В примитивных сообществах миф обозначает подлинное и реальное событие, значительное и служащее моделью для поведения и понимания реальности. Но я говорю не только об архаичных мифах. У нашего времени свои собственные. Политические идеологии 20 века – хороший тому пример. Когда Ницше обвинил человечество в убийстве Бога, он зафиксировал кризис традиционных религий, и в свою очередь кризис веры в прогресс породил симпатии к архаике с ее надежностью и устойчивостью. Страшные катастрофы 20 века подогрели интерес к гармонической идиллии древних эпох. В их мифах была четкая иерархия ценностей, а у человека было свое призвание и предназначение. В мире слишком много путаницы, зла, несчастий, и миф объясняет, в чем их смысл, и соотносит с вечным. Миф дает человеку шанс войти в мир гармонии и блаженства. С помощью мифа человек ищет ответы на основные вопросы своей жизни. И миф дает эти ответы или хотя бы указания, позволяет ориентироваться в мироздании и дает опору в жизни. В творчестве Видзенвейдера часто проскакивает то, что можно охарактеризовать как визионерское искусство. Латинское «визио» обозначает процесс зрения, но восприятие не глазами, а иным чувствованием, иными сенсорными путями. Визионерское искусство пытается передать то, что открыто не явлено в окружающем нас материальном мире и не может быть увидено глазами или логически изучено разумом. Цель аудиовизуального воздействия – усилить работу органов чувств и выйти на более широкое поле познания мира. И если оно и не обязательно помогает увидеть скрытое, то хотя бы напоминает о возможном существовании чего-то запредельного и обычным языком необъяснимого, что в принципе можно было бы увидеть во время транса или экстатического состояния. Психофизическая способность сенсорного познания, очевидно, дает иной опыт, нежели доступный обычным органам чувств. Но описывать их словами – неблагодарная вещь, ведь субъективные ощущения невозможно напрямую поведать другому. С этой задачей лучше всего справляется искусство. Знаменитый английский писатель Олдос Хаксли был первым, кто в 50-е дал теоретическое обоснование опыту визионерства. Группа Doors, в частности, взяла себе название благодаря его книге «Двери восприятия». Выход за пределы, или, как пел Джим Моррисон, «break on through to the other side», происходит благодаря восприятию той реальности, которая находится вне или сверхматериальной областью существования. Это состояние является пограничным в классификации состояния сознания, и психологи называют измененным или расширенным. Такое пограничное состояние может быть вызвано намеренно с помощью различных практик – йоги, молитвы, дыхательных упражнений, сенсорной депривации, веществ и так далее. Всем, кто торчит от искусства, знакомо это чувство необыкновенного переживания. Даже самый прагматичный человек испытывал необычайный эмоциональный подъем во время прогулок на природе, на концерте, в моменты вдохновения, ситуациях, когда хочется крикнуть «Эврика!». Творчество Видзенвейдера меня эмоционально заряжает и вдохновляет, поэтому мне и захотелось сделать о нем такой длинный и подробный выпуск. Внизу я оставлю ссыль на его YouTube-канал. А я со всеми прощаюсь и шлю воздушный привет с обязательной прививкой. Отдельный респект всем, кто поддерживает канал на Бусте и Патреоне. Респекты вам, чуваки. Я еще не уверен, каким будет следующий выпуск. Drum and Bass я отложу по меньшей мере на месяц. Но с этим жанром мы еще очень долго будем разбираться. Парочку ближайших выпусков я сделаю о кино и одном очень крутом электронном саундтреке. Уверен, что удивлю и порадую этим многих из вас. Так что ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. До скорых встреч!
just yellow, yellow streets. Getting up into the yellow from it down to me. And divide a second chance. Hidden in the middle of your resurrection. Hidden in the middle of your second chance. Hidden in the middle of your walking down to me. I'll divide a second chance.